Привет, друзья! Вы на канале Heart Inside You, месте, где раскрываются удивительные истории, редкие факты и необычные судьбы. Сегодня я расскажу вам о собаке, которая завоевала мир своим необычным силуэтом и огромным сердцем — о таксе. Представьте себе собаку с длинным телом и короткими ножками. Собаку, которая сочетает в себе охотничью смелость, актерский шарм и верность друга. Перед вами такса. Хотите узнать ее тайны? Начинаем. Такса известна под множеством имен. В Англии ее ласково называют sausage dog – собака-сосиска. В Германии – badger dog – барсучья собака. В США популярны прозвища Weiner dog и Докси. И хотя эти названия звучат забавно, за ними скрывается серьезный охотник с богатой историей. Такса происходит из Германии. Первые упоминания о коротконогих охотничьих собаках относятся еще к Средневековью. Главная цель их разведения была необычна – охота на барсуков и лисиц в норах. Длинное тело и короткие лапы позволяли этим собакам проникать глубоко под землю, а громкий звонкий лай помогал охотникам отслеживать их под землей. Название Дахсунд так и переводится – барсучья собака. Со временем такса стала универсальным охотником. Ее использовали не только для работы под землей, но и для преследования зайцев и даже оленей. А в XIX веке порода распространилась по всей Европе, не только как охотник, но и как компаньон. Таксу невозможно перепутать с другой собакой. Ее длинное, низкое и крепкое тело словно создано для охоты под землей. Рост варьируется от 37 до 47 сантиметров или от 14 до 18 дюймов. Вес от 8 до 14 килограммов или от 17 до 31 фунта. В зависимости от разновидности – стандартная, миниатюрная и кроличья. По классификации FCI такса выделена в отдельную группу номер 4 – таксы. Это уникальный случай. Ни одна другая порода не имеет своей отдельной группы, что подчеркивает ее особое место среди мира собак. Таксы живут долго, обычно от 12 до 15 лет, но есть настоящие рекордсмены. Самая старая зарегистрированная такса – Шанель, прожила 21 год и 114 дней. Таксы – заботливые мамы. В среднем в одном помете бывает от 4 до 6 щенков, но иногда встречаются настоящие рекорды – до 12 малышей сразу. Изначально существовала гладкошерстная такса, обладавшая короткой и блестящей шерстью, что позволяло ей легко передвигаться в норах. Это самая классическая разновидность породы. Длинношерстная такса с элегантными перьями на ушах и хвосте. Для ее выведения скрещивали гладкошерстных такс со спаниелями, немецкими шнауцерами или другими породами. Длинная шерсть защищала собаку при охоте в холодное время года. Жесткошерстная такса с бородкой и усами, напоминающая маленького охотника в доспехах. Появилась в конце XIX века благодаря скрещиванию гладкошерстных такс с жесткошерстыми пинчерами, денди-динмонт-терьерами и дротхарами. Жесткая шерсть обеспечивала надежную защиту при охоте в труднопроходимых местах. У такс большое разнообразие окрасов. Они бывают однотонные, рыжие, шоколадные, черные, с подпалом, черный или шоколадный фон, с рыжими отметинами на морде, груди и лапах, мраморные, мерь, хаотичные узоры с серыми, голубыми или кремовыми вкраплениями. Редкие окрасы – голубые, лиловые и забеловые. Их особенно ценят заводчики. Таким образом, двух одинаковых такс сложно найти. Теперь о характере. Такса – маленькая собака с большим эго, умная, независимая и порой упрямая. Она может быть слегка вредной. Если оставить ее без внимания, она способна ремонтировать квартиру, грызть обувь, мебель или подушки. Но это не из злости, просто ей нужно занятие. Такса – невероятно преданный друг, смешной и обаятельный компаньон.
Энергичная, любознательная и внимательная, она всегда напоминает, что в доме она — личность. Еще одна особенность — склонность к ревности. Они могут проявлять агрессию или беспокойство, если чувствуют, что внимание хозяев переключается на других людей или животных. Это особенно заметно, когда в семье появляются дети. Такса может начать защищать свое место рядом с хозяином, рычать или даже пытаться оттеснить малыша. Такие проявления требуют внимания и корректировки, чтобы избежать конфликтов. Несмотря на миниатюрность, такса обладает бесстрашием. Она без раздумий бросится на зверя, который в несколько раз ее больше. У нее отличный нюх. Современные кинологи отмечают, что таксы успешно справляются с поисковой работой, от нахождения потерянных людей до обнаружения контрабанды. Таксы традиционно ассоциировались с Германией. Политические карикатуристы часто использовали образ таксы для сатиры на немецкую политику. Во время Первой мировой войны популярность таксы в Соединенных Штатах резко снизилась из-за этой связи, и собаку иногда называли «гончей свободы», аналогично тому, как квашеную капусту в Северной Америке называли «капустой свободы». Во время Второй мировой войны эта ассоциация возникала вновь, но уже в меньшей степени. С годами исторические ассоциации ушли в прошлое, и это нисколько не умаляет достоинств такс. Такса — символ Германии. Ее изображали на марках, почтовых открытках и сувенирах. Во время Олимпийских игр в Мюнхене 1972 года официальным талисманом был щенок таксы по имени Вальди. Кайзер Вильгельм II держал несколько такс, включая любимицу Сенту, и даже установил памятник ей после ее смерти. Королева Елизавета II обожала дорги, помесь такс и корги. Эти собаки были ее любимцами. У Пабло Пикассо была домашняя такса по имени Лумп. Художник изображал ее в нескольких своих картинах. У Мэрилин Монро, Дэвида Боуи, Элизабет Тейлор и Джорджа Харрисона тоже были таксы. Эти истории часто попадают в архивные фотографии и интервью. На трассах за длинными грузовиками можно заметить знак «Такса» и надпись «Long Vehicle» — длинное транспортное средство. Таксу выбрали не случайно. У нее короткие лапы и вытянутое тело. Будто созданная для такой метафоры, табличка нужна не ради шутки, а как предупреждение. Впереди машина, растянутая на десятки метров, и при обгоне это важно учитывать. Но при этом в знаке есть доля юмора, он вызывает улыбку и делает дорогу дружелюбнее. Таксы сегодня используются в терапии, помогают людям справляться с тревогой и стрессом. Они блистают в спортивных соревнованиях – аджилити, обидиенс, каникросс. И хотя их короткие лапки кажутся забавными, они способны на удивительные прыжки и скорость. Друзья, вы, наверное, заметили, что в некоторых моментах ролика мы видим иллюстрации собак. На самом деле эти рисунки созданы автором ролика. Каждая иллюстрация выполнена в векторном формате, который вы сейчас видите на экране. В портфолио автора собраны более 500 пород собак и 100 пород кошек и других животных. Эти работы используют для принтов, иллюстраций, рекламы и других проектов. Если хотите поближе познакомиться с этими работами или приобрести что-то для себя, переходите по ссылкам в описании. А если вдруг не нашли какую-либо породу, напишите в комментариях или на электронную почту автора, и мы обязательно добавим ее. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, а мы продолжаем нашу историю. Впереди еще много удивительных открытий. Сегодня такса – одна из самых популярных пород в мире. Они живут в квартирах и домах, путешествуют с хозяевами, участвуют в выставках и спорте и остаются верными себе, смелыми, веселыми и немного упрямыми. Такса – маленькая собака с большим сердцем, смелая, любопытная и преданная. Она умеет быть охотником, забавным спутником и настоящим другом, даря радость и тепло каждому дню. Наш канал в первую очередь о человечности и доброте.
Если встретите животное в беде, помогайте. Добро обязательно вернется к вам. Если вам понравилось это видео, если вы хотите узнавать еще больше необычных фактов и удивительных историй, подписывайтесь на канал Heart Inside You, ставьте лайк и делитесь этим видео с друзьями. О какой породе собак вы бы хотели увидеть следующее видео? Напишите в комментарии «Спасибо, что были с нами». До новых встреч!